Привет всем! Недавно кому-то посчастливилось увидеть и почти столкнуться с Чонгуком вчера во время пробежки. Этот человек, удивленный встречей, решил сделать фото, изображение, которое многие, вероятно, видели, так как оно быстро разлетелось по социальным сетям. Однако важно помнить, что фотография была сделана без разрешения Чонгука, и вот что делает ее особенной. Тэйхин ранее не раз просил, чтобы любые армии, столкнувшиеся с ними во время тренировки, воздержались от съемок и фотосъемки. Человек, сделавший фотографию, зная об этой просьбе и возможных последствиях, заявил, что не будет ею делиться, однако они решили поделиться тем, что эта счастливая армия чувствует при встрече с Чонгуком. Вместо того, чтобы показать его лицо или тело, они просто опубликовали что-то такое простое, как обувь Чонгука. И вот тут все становится еще интереснее, потому что, как ни странно, эта же обувь совпадала с той, которую Тэйхин демонстрировал в своей истории несколькими днями ранее. Ситуация на этом не закончилась. Несколько дней назад мы снова увидели Тэкука в парной обуви в видеоблоге Масанхоа спортзале. Повторение этих, казалось бы, незначительных деталей начало формировать закономерность, которую многие не могли игнорировать. Пара Тэкука не только занималась спортом вместе, но и, казалось, разделяла общие вкусы, выходящие далеко за рамки поверхностного. Они вместе ходили за покупками, подбирали наряды, обменивались или выбирали парную обувь, стулья для дома и другие повседневные вещи. Все это демонстрировало тесную и ощутимую связь, основанную на маленьких поступках, которые в конечном итоге раскрывали общую жизнь. Поклонники Тэкука, столь последовательные в своей истории, не стеснялись отправлять Чонгука по всему миру в поисках знаков и связей, которых часто не было. Однако, когда дело касалось Тэкука, даже при таком количестве явных и ощутимых доказательств того, что они были единой и любящей парой, слухи, казалось, не существовали, и ни одно СМИ не осмеливалось раскрыть очевидное. Ответ, каким бы простым он ни казался, был самым убедительным, потому что Тэкуку не нужны были выдуманные слухи или пустые заголовки, их отношения говорили сами за себя, подкрепленные фактами и подтвержденные мелкими деталями, которые могли заметить лишь те, кто умел наблюдать. Дело было не только в подходящей обуви или аксессуарах. Хотя эти детали милы и многозначительны, по-настоящему сильным является то, как они смотрят друг на друга, их спонтанные жесты, их безудержный язык тела, который говорит громче любых слов. Их глаза, наполненные любовью и нежностью, говорят громче любых слухов, и в конечном счете именно это делает Тэкука таким реальным, потому что, когда глаза говорят громко, никаких других доказательств не требуется. Существует важная вещь, которую нужно прояснить. То, что было сказано в последние несколько дней, не соответствует действительности. Многие видели фотографии Мингю с Чонгуком и начали делать поспешные выводы, но на самом деле эти фотографии сделаны с закрытой вечеринки по прослушиванию CXM, состоявшейся 21 сентября. Часто упускаемая из виду деталь, прямая трансляция Чонгука состоялась только на следующий день, 22 сентября, когда Тэйхён присутствовал на премьере I Can't Help It вместе с Намджуном. Если внимательно посмотреть на хронологию событий, все сходится и становится ясно, что никаких противоречий нет, просто неверное толкование, которое, как это часто бывает, направлено на дискредитацию Чонгука. CXM, Subunit 17, состоящая из S.QPS и Mingyu, объявила о выпуске своего первого мини-альбома 29 сентября. В честь этого события они устроили камерную и эксклюзивную вечеринку, на которой присутствовало всего 100 человек. Среди гостей был и Чонгук, что подтверждается публикацией Mingyu. Там он был замечен спокойно наслаждающимся моментом с одним из своих лучших друзей. И, честно говоря, я не понимаю, почему это так беспокоит некоторых. Разве не логично, что Чонгук имеет право проводить время со своими друзьями из Line 97, не становясь объектом домыслов? Именно здесь многие ошибаются. Вместо того, чтобы ценить естественность встречи, они предпочитают подпитывать пустые слухи. Вид Чонгука улыбающимся, расслабленным и наслаждающимся общением с самыми близкими людьми должен радовать нас, а не наоборот. И вот тут-то и возникает настоящий вопрос: разве он не имеет права иметь друзей и наслаждаться жизнью, не подвергаясь осуждению за каждый свой поступок?
Чингук выглядит невероятно красивым, здоровым и счастливым, и для тех из нас, кто им искренне восхищается, это все, что имеет значение. Чувствовать себя в окружении любви и иметь возможность весело проводить время в безопасной обстановке достаточно, чтобы сделать нас счастливыми, но всегда найдутся те, кто попытается исказить ситуацию и создать ненужную драму. То же самое касается и Тэхёна, который, как и Чингук, проводит время с друзьями и оказывает поддержку окружающим. Оба прекрасные люди, глубоко любимые своим ближайшим окружением. Всякий раз, когда мы слышим, что они проводят время с друзьями, мы должны радоваться этому, а не подвергать это сомнению. Мало кто осознает, что эти простые моменты отражают подлинность их личной жизни, и насколько ценно, что даже при их плотном графике они могут поддерживать настоящую и крепкую связь. Вопрос, который мы должны задать себе, заключается не в том, почему они здесь, а в том, почему некоторые люди чувствуют необходимость превратить что-то столь обыденное в повод для нападения. В конечном счете, единственное, что имеет значение, это их счастье. Чингук и Тэхён неоднократно показывали нам, насколько важна их дружба, и насколько важно для их благополучия иметь рядом людей, которые понимают и поддерживают их. Итак, в следующий раз, когда мы услышим о том, как они проводят время с друзьями, лучшее, что мы можем сделать, это оценить это, быть благодарными и радоваться, видя, как они окружены любовью, вместо того, чтобы подпитывать беспочвенные слухи. Ведь в конечном счете их улыбки и душевное спокойствие – это истинный дар тем из нас, кто с любовью следит за ними. Подобное взаимодействие также показывает нам, что их связь значительно окрепла, что она превратилась из мимолетной в постоянную, неотделимую связь. Раньше моменты, проведенные вместе, казались мимолетными, даже редко наблюдаемыми, словно вспышки, которые слишком быстро угасали. Но теперь они ощущаются постоянно, как нить, которая становится крепче с каждым появлением. Чингук и Тэхён не пытаются это скрыть, вместо этого им, кажется, нравится показывать это естественно, не боясь камеры, не нуждаясь в том, чтобы прятаться или притворяться. И эта прозрачность, вместо того, чтобы умалять их таинственность, на самом деле делает их еще более притягательными для тех, кто наблюдает за ними. Потому что для тех, кто следит за их историей, эти моменты больше не просто отдельные сцены, они фрагменты большей истины. Явное доказательство отношений, которые перестали быть слухами и стали чем-то более крепким и реальным. Разве эта естественность не является самым явным доказательством того, что им нечего скрывать? Фанаты Jikook, столь последовательные в своей истории, не стесняются нагнетать обстановку, отправляя Чингука по всей индустрии в поисках знаков и связей там, где они зачастую их не находят. Упорство группы настолько сильно, что разжигает бесконечные споры и дискуссии. Однако с Jikook ситуация совершенно иная. Здесь доказательства налицо, ощутимые, видимые, повторяющиеся в каждом публичном появлении, но слухи кажутся несуществующими. Как будто ни одно СМИ не осмеливается указать на очевидное, как будто все решили молчать перед лицом того, что прямо перед их глазами. И это отсутствие внешнего шума, вместо того, чтобы ослабить их власть, на самом деле придает большую легитимность тому, что видно. В то время как некоторые ищут знаки там, где их нет, с Jikook знаки настолько очевидны, что их невозможно игнорировать. Тэхён и Чингук понимают друг друга не только словами, они не ограничиваются поверхностным взаимодействием. Их связь проявляется в самых незначительных жестах, в безмолвном языке, который, кажется, понимают только они. Когда они вместе, они без колебаний держатся за руки, массируют плечи друг друга, как будто это самое естественное, и молча смотрят друг на друга с уверенностью человека, знающего, что другой рядом, чтобы обнять их. Это необычные жесты между коллегами, это нечто выходящее за рамки обыденности, нечто выходящее за рамки обычного в групповой динамике. По-настоящему важно то, что эти моменты заботы и нежности не повторяются с другими участниками, а не только вдвоем. И самое показательное, что они не ограничиваются проявлением этого на сцене или перед фанатами, это происходит и наедине, в местах, где они, возможно, предпочитают быть более сдержанными. Именно эта связь публичности и близости делает их связь такой особенной, такой искренней и такой неоспоримой. И именно здесь их связь становится неоспоримой.
Есть видео, подтверждающие это, записи, которые запечатлелись в коллективной памяти тех, кто внимательно следит за ними. То, как они сопровождают друг друга в такие моменты, говорит о многом больше, чем тысячи интервью или публичных заявлений. Чингук осторожно поправляет что-то на рубашке Тэхёна. Тэхён кладет руку на плечо Чингука, словно этого жеста достаточно, чтобы успокоить его.